Объект номер СКП-1619. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Вход на уровень 24 должен быть разрешен по меньшей мере одному сотруднику с уровнем допуска 3 или выше. Работа лифтов в зоне 45С откорректирована таким образом, чтобы ограничить остановку на уровне 24. Любые обитатели СКП-1619, обнаруженные за его пределами, за исключением прирученных фондом СКП-1619-2С, должны быть нейтрализованы и возвращены в СКП-1619 любыми доступными средствами. Любая жертва успешного нападения СКП-1619-1 должна быть оставлена на уровне 24 даже после смерти. Допускается устранение пострадавших сотрудников, если это возможно, но оно должно осуществляться на расстоянии, чтобы предотвратить распространение. Получившаяся карикатура заносится в документ 1619-8. Персоналу не следует устранять сущности СКП-1619-1 на уровне 24, кроме случаев, когда невозможно бегство от них или уничтожение с помощью СКП-1619-2С. Сущности СКП-1619-2 следует по возможности избегать. Если СКП-1619-2 становится агрессивным, рекомендовано стрелять по его лампочке. Во время изучения СКП-1619 сотрудники должны носить маски. Каждому экземпляру СКП-1619-2С должна предоставляться одна лампа ультрафиолетового света каждые 6 дней. СКП-1619-2С сопровождают персонал фонда при изучении СКП-1619. Персоналу разрешается давать индивидуальные клички СКП-1619-2С для надлежащей подготовки, но эти клички подлежат утверждению, и в докладах или интервью сущностей следует обозначать по номеру СКП-1619-2С решетка. Описание СКП-1619, обозначение явления, в настоящее время охватившего уровень 24 подземной части зоны 45С, СКП-1619 доступен только через лифты зоны 45С, все другие пути доступа закрыты или заменены изображающим дверь граффити на стене. Уровень 24 представляет собой самосодержащуюся пространственную аномалию. Приложение 1619-1, аномальный предмет 00553. Описание предмета: цилиндрическая лампа накаливания, генерирующая достаточно электроэнергии, чтобы светиться без источника питания. Вольфрамовая нить, похожая, не изнашивается, несмотря на постоянное нахождение под действием электрического тока. Имеется клеймо с названием производителя A, торговая марка. Дата обнаружения: 11,1959 десятитысячных. Место обнаружения: Париж, Франция. Состояние на данный момент: доставлен в зону 45. Примечание: ввиду грядущего энергетического кризиса может быть полезно попытаться использовать этот объект, чтобы немного снизить нагрузку. Судя по заметкам, если мы сможем получить достаточно энергии от лампы, можно попытаться сэкономить на освещении. По крайней мере, не помешает испробовать ее в контролируемой среде. ДР. Документ 1619-8, выдержки из протокола 9. Дата обнаружения, номер, лица, описание, 16 января 1960 года, 02. Двое неизвестных. Изображение пожилых мужчины и женщины. Мужчина одет в рыбацкую одежду и подает рыбу женщине, одетую в поварскую одежду. 16 января 1960 года. 15. Один неизвестный. Изображение женщины 30-40 лет, одетой в длинное платье популярного в 1930-х или в начале 1940-х годов фасона и держащей мерную колбу. 17 января 1960 года. 16. Один неизвестный. Изображение ребенка мужского пола 80 лет с зашитым ртом, одетого в комбинезон и полосатую рубашку. Ребенок сидит вниз, гладя лежащую у него на коленях особь СКП-1619-2С. Это одно из двух найденных изображений СКП-1619-2С. 28 марта 1960 года. 46. Агент Кроули. Изображение агента Кроули и нескольких фигур, одетых в лабораторные халаты фонда, поднимающих тост за фигуру, играющую на акустической гитаре, предположительно, доктор Хейвард. 6 апреля 1960 года. 56. Эй. Рисунок охватывает всю поверхность обсерватории, в которой был обнаружен. Изображает Эй, в тоге, проектирующего экземпляры СКП-1619-2, другие СКП-1619-2 помогают ему, подавая различные виды карандашей, краски, чернила и бумагу. Рядом с Эй стоит особь СКП-1619-1, обнимая его торс.
Полевой протокол 1619, 12-26 марта 1960 года директором зоны и краткое. Была организована экспедиция на уровень 24 с целью картографирования 3-километрового радиуса и сбора дополнительной информации о происхождении СКП-1619. В состав группы под командованием агента Кроули входили доктор Хейвард, агент Бек и доктор Сэмпсон, а также 4 подготовленных особи СКП-1619-2С.